Всем привет, друзья! Дима Даниэль, Скалска, Болгария. У нас четверг, у нас 22 июня. Ребята, начинается жара. И хоть мы и простывшие, сегодня очень тяжелый день по погоде. Чем он, в общем-то, прославился, то, что практически днем не было ни ветерка, ничего. И очень жарко. Ну, ребят, на самом деле, конечно же, мы все понимаем, что летом в горах может быть жаркая температура. Но мы предполагали, что это начнется позже. Но это началось сегодня. И сегодня у нас ощущаемая температура днем была плюс 32. Практически не было ветерка и было очень жарко. А птички поют, и небо очень красивое. Было очень жарко, и мы первый раз включили конвектора. И, естественно, друзья, мы полностью не пожалели, что вместе с термопомпой мы не ставили кондиционеры. У нас конвектора работают от термопомпы. Завтра я расскажу окончание истории про термопомпу. Все закончилось, естественно, позитивно и хорошо. Завтра я сделаю видео, а сегодня я просто делаю видео про погоду. До определенного момента я не выходил просто сегодня на улицу. Ну, ребят, просто жара. Конвектора. И сейчас есть легкий ветерочек. А вот такая у нас качеля с такой москитной сеткой. Мы одели москитную сетку от комаров, потому что комаров тоже очень много. Ребят, очень много комаров. Комары кусачие. Комары жесткие. Но, опять же, это не мешает нам радоваться жизни. Конечно, тяжело. Конечно, тяжело, когда такая жара. Мы уехали из Израиля от жары. А сейчас, уже после таких многих месяцев прохлады и холода, нам это стало как-то немножко Но, опять же, тут нет никакого абсолютно негатива. Тут все позитивно, потому что для этого и есть кондиционеры, конвекторы, которые работают на холод. И, соответственно, в общем-то, все нормально. Ребята, а теперь внимание. Ну, наконец-то мы дождались. Сегодня был в Габрово, купил на рынке вишню. Ах, классная, кисленькая, ребята. Ну вот, натуральная вишня, кисленькая, и надо сейчас успеть. Надо сейчас успеть из нее быстро что-то приготовить, потому что сезон вишни, он как короток. И Светочка сегодня взяла на себя вот эту задачу сделать вишневое варенье. Кстати, друзья, если у вас есть какие-то рекомендации или рецепты по приготовлению вишни в собственном соку, напишите, пожалуйста, в комментарии, буду очень рад. Вот, вишню купили мы сегодня, почем я покупал? Да, по 5,50 на рынке в Габрово. Я, честно говоря, вот до определенного момента не знал, какая разница между вишней и черешней. Только здесь я это понял, потому что, честно, в Израиле мы в сезон короткий вишни и черешни, не особо могли себе позволить купить много. Потому что в Израиле цена, где-то, 10 евро за килограмм. И иногда бывает дороже, и поэтому, в общем-то, здесь мы, конечно, наедимся, и Светочка сейчас в несколько заходов будет делать варенье. Так что приятного нам вареница вишневого. Мы его не закатаем, мы просто сделаем по несколько банок и поставим его в холодильник. Вот наша прекрасная гора Скалска в облаках. Очень красиво. О, хорошо. Вышел на улицу, хоть такой ветерочек. Да, друзья, огромное, в общем-то, всем спасибо за пожелание здоровья. Это очень приятно. Всех благодарю, кто, в общем-то, написал комментарий в прошлом видео. Это очень приятно, это очень душевно. Вот смотрите, я немножко увеличиваю гору, так аккуратненько. Я хочу ее увеличить. Что-то не получается. Не получилось, ну ладно.
Вот, пошел ветерок. Ребята, а завтра такой пик. Я сейчас включил прогноз погоды. Честно, в Израиле прогноз погоды я абсолютно не смотрел. Он был мне не интересен, потому что я знал, что всегда будет очень жарко. И мы ежедневно разговариваем с детьми, конечно же, с нашими. И что они нам могут сказать? Они могут нам сказать, что очень-очень жарко. Так, Светочка, привет. Светлана обходит владение. Я делаю опалубку для бассейна. О, Света, а ты сейчас решила начать? Потому что жара сошла. Так, все, Светлана начала делать опалубку для бассейна в 7 часов 15 вечера. Но отговорить ее от этой мысли невозможно, потому что... Да, если Светочка что-то решила, то остановить ее может либо сильный дождь, либо я, когда приготовлю жареную картошку. И позову ее. Вот, потому что это одно из ее любимых блюд. Также вот варенье, которое будет сварено, мы покажем обязательно. Фу, завтра пик, ребята, 36-38 по прогнозу. А вот послезавтра уже некое снижение. Но конвекторы на холод у нас работают, слава богу. И, честно сказать, почему-то в доме ощущается влажность. И не могу понять, почему. Вот сейчас выключим конвекторы и откроем все окна, потому что пошел воздух. Ой, как я ненавижу жару, но придется, естественно, переносить ее. Ну, потому что, ребят, лето должно быть все-таки летом. Грех жаловаться на Болгарию в этом плане. Абсолютно. Потому что такой температуре сейчас бы финны, шведы и скандинавы, они радовались бы. А мы что-то гневимся. Нет, мы не гневимся, мы подготовлены. Значит, завтра, скорее всего, всю половину дня, когда начнется жара, мы будем сидеть дома. Да, ребят, рекомендация. Когда жарко, обязательно вот господам из не Израиля, которые не жили в таком жарком климате и не переносили вот такую тяжелую жару, обязательно пейте много воды. Потому что обезвоживание вещь такая, и в такую жаркую погоду, ребят, не делайте никакие тренировки, никуда не ходите. Просто поставьте себе задачу все время пить воду. Опять же, наши израильтяне все это знают, потому что такая жара. А здесь, не дай бог, обезвоживание, это очень жестко. Вы не почувствуете, а оно придет. Поэтому, если вы уходите на прогулку, там прогуляться или вообще куда-то по делам, обязательно берите с собой обычную минеральную воду. Не пейте, пожалуйста, никакие колы, спрайты, газированные напитки. Это все не даст вам никакого здоровья. Я не открываю здесь Америку абсолютно. Но просто не пейте ничего сладкого. Просто много-много воды. Рекомендую 3-4 литра в день при такой жаре. И обязательно в какие-то поездки брать с собой бутылочку. Ну, не знаю, помог, не помог советом. А, в общем-то, рассказал. О. Ребята, завтра 38. Интересно, как это нам будет ощущаться? Я обязательно расскажу. Но мы ко всему готовы. 4 конвектора, которые мы поставили вместе с термопомпой в такие. Лето обещает, как я понимаю. Посмотрел прогноз на 15 дней у нас в Скалска. Напишите, что у вас, очень интересно. И, ну, готовимся к жаре. Вода подготовлена, конвектора работают. Главное, чтобы был ветерок. А самое интересное, завтра ветерка не ожидается. Еще раз всем спасибо за пожелание выздоровления. Приятный вечер. Шеелихам йом наим хаварим шели. Пауза для птичек. Послушайте. Смотрите, какое красивое небо у нас. Эх, сейчас бы дождик. Но его не будет. Еще раз приятный вечер. Шеелихам йом наим хаварим шели. And have a nice day, my friends. Ciao, ciao.